Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор с таким названием. Что он хотел бы сказать, но молчит. И у нас будет 3 позиции. Выкладываю их перед вами, пожалуйста. Загадывайте ваших мужчин. Так, посмотрю. И о чем же мы сегодня будем разговаривать с вами? Значит, сначала просигнифицируем мужчину вашего, чтобы вы его узнали. Сейчас, секунду, я посмотрю, пишется ли звук. Вроде пишется. Значит, чтобы вы его узнали. Далее мы посмотрим, кто вы для этого человека. Да? То есть, какую роль в своей жизни он вам отвел. И, конечно же, да, спросим его и узнаем, о чем же он там молчит, да, что он хотел бы вам выразить, что бы он хотел вам высказать, но молчит. Окей, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. И посмотрим, что за человек к нам пришел. Что за человек к нам пришел? Значит, смотрите, здесь мужчина, который находится в энергиях кубковой королевы, да, пытается показать себя рыцарем кубков. То есть, ну, по сути, скорее всего, это водный знак зодиака, да. Но на самом деле кубковыми бывают не только водные знаки зодиака, абсолютно все могут быть в кубках. Если мы говорим о мужчине, да, это энергии мягкости, нежности, эмоциональности, но в то же время и обидчивости какой-то, да, где-то неспособности заработать денег, неспособности принять решения и так далее. Значит, мужчина в кубковой королеве – это капризный человек, человек, который, по сути, в отношениях считает себя женщиной, да, за которой требуется особый уход. Этот человек считает, что женщина должна за ним ухаживать, должна где-то его добиваться и, может быть, даже оплачивать, обеспечивать отношения. При этом вот здесь мужчина, который, знаете, он этого явно показывать вам не будет. Вы можете узнать, о чем я говорю, да, ну, то есть подтвердить себе то, о чем я говорю, уже постфактум, уже когда вы полностью по уши в этих отношениях. Первоначально он себя будет проявлять очень достойно, да, он будет рассказывать о своих победах, ну не над женщинами, конечно, да, а в жизни, о своих достижениях, о том, какой он молодец, о том, как у него вот это удается, как вот это удается. И вы не будете даже замечать, что он говорит о мелочах. Понимаете? То есть, ну вот буквально отремонтировал дома какую-то там входную дверь, да, или ручку на входной двери, и будет накидывать на себя пуху, вот буквально человек, я не знаю, там войну выиграл, да, то есть как бы любое свое достижение он будет очень сильно преувеличивать. И так как этих достижений не так уж много, да, вот таких настоящих мужских, он будет ими все время вот как-то, знаете, в глаза пулять, чтобы вы видели только эти достижения. И естественно, на первом этапе знакомства он строит из себя настоящего брутального мужчину. А вот когда ситуация идет уже дальше, и он видит, что женщина попалась в его сети, да, он начинает требовать. Здесь возникают эмоциональные качельки, да, например, не написал, не позвонил, не ответил на ваше сообщение. И
вы как будто бы начинаете выпрашивать у него любовь и добиваться уже его. На первом этапе он с вами сонастраивается, вы чувствуете в нем друга, прежде всего, даже подружку, потому что он хорошо понимает женскую психологию, он знает, о чем с вами разговаривать, он знает, что вас надо слушать, да, то есть у него есть эти все фишечки. А вот на втором этапе уже он отдаляется, а вы в поиске вот этого внимания и тепла от него начинаете бежать за ним. Здесь вот такой типаж. Значит, здесь мужчина, который абсолютно не приспособлен к жизни, не умеет зарабатывать и, возможно, даже нигде не работает. Если работает, то это какие-то заработки от случая к случаю, понимаете? Может быть, даже есть и не маленькие, да, но тем не менее это всегда непостоянная работа, это всегда на грани фола человек. Сегодня есть, а завтра у него уже ничего нет. Вот. Но как только вы заводите разговор о чем-то серьезном, о стабильности или, допустим, о взаимной поездке куда-то, да, то есть что-то такое понятное, человеческое и то, что должно быть обеспечено финансово. Да? Вот как только вы этот вопрос заводите, он сразу начинает как-то, вы знаете, хвататься за голову, типа зачем, что ты создаешь проблемы из ничего, зачем все эти разговоры, зачем все это выяснение, куда ты там собралась, и нафиг тебе эта поездка. То есть здесь человек вывернет вот все, что вы говорите таким образом, да, что вы как бы дура, а он умный, извините за, может быть, да, грубость в моих словах, но при этом он ни за что не должен платить. Ну, то есть вот как-то так он себя здесь ведет. Хорошо. Я думаю, что вы узнали своего мужчину по этому описанию. Давайте мы посмотрим, да, кто же вы для него, кто вы для него. Кто вы для этого человека, кто вы для этого мужчины. На самом деле, я бы сказала, что вы объект для его манипуляции. Он себя чувствует здесь магом в ваших отношениях, он себя чувствует в силе, да, при этом вы пентаклевая королева, и ему кажется, да, что он как-то так правильно себя ведет, чтобы вы взяли над ним шефство. Ну, потому что мужчина в кубковой королеве – это всегда мужчина-ребенок, да. Он не хочет, чтобы вы ему говорили о его инфантильности, да. Он не хочет, чтобы вы как-то ему указывали его женские энергии и, собственно говоря, то, что он толком ничего себе как мужчина не представляет, да, то есть он хочет, чтобы вы постоянно подтверждали его значимость, брутальность, мужественность, но по сути вы будете нести финансовую финансовую ответственность, какую-то ответственность, связанную с покупками, с недвижимостью, с крышей над головой. Все это вы будете нести на своих плечах. Значит, как он вас воспринимает? Кто вы для него? Вы пентаклевая королева, женщина, которая умеет распоряжаться деньгами, временем, какими-то благами, да, которые ему очень хочется иметь и хочется получать в своей жизни. Да? Вы вот такая пентаклевая королева, у которой что-то есть в этой жизни, которую он обхаживает и при помощи воздействия определенного, мы не про магию говорим, да, психологического воздействия, манипуляции психологического характера, эта пентаклевая королева постепенно становится для него мамочкой. Вот, значит, кто вы еще для него? Значит, здесь
видимо, между вами произошло что-то, что в его планы не входило. Потому что здесь у нас все-таки башня, здесь у нас 8 кубков. Здесь ситуация такая, как будто бы вы поругались с ним, но это не такая ссора, да, когда люди вот все, мы расходимся навсегда, пошел ты в одно место, пошла ты в одно место, да, а вот какая-то такая ссора, после которой люди обычно возобновляют отношения. И он как будто бы в этой ссоре обдумал свои ошибки, то, что он сделал не так, и сейчас в данный момент ждет вашего возвращения или думает, как ему самому пролезть, да, в игольное ушко к вам назад, для того, чтобы продолжать свои манипуляции, продолжать какое-то свое обхаживание. Вот, значит, ну, я не могу сказать, что здесь у нас прям такой классический альфонс, но это все равно какое-то интересное такое абьюзивное отношение на самом деле, потому что для него очень важно, чтобы вы взяли над ним опеку, чтобы вы взяли над ним, вернее, как ответственность за него. Вот. То есть он все равно себя чувствует в этих отношениях ребенком, сыночком. Ну вот так. Хорошо. Что он хочет сказать, о чем он помалкивает, да? Что он хотел бы вам сказать, но молчит. Так, он хочет вам сказать первое, что вы для него слишком умны. Он никогда не знает, как себя правильно вести, потому что, ну, вроде как отношения нормализовываются когда-то там, да, и потом бац, какое-то неправильно сказанное слово или действие тут же все рушит под ноль в отношении вас, да, потому что вы умны, вы все слышите, вы все видите, вы все замечаете. Его это немножко подбешивает. Вот, то есть он говорит, ты слишком умна для меня, я никогда не знаю, как будет правильно себя повести. Я все время совершаю ошибки. Значит, говоря про секс, совершаю ошибки, тебе не нравится. Не говорю про секс, тебе не нравится. Значит, я проявляю свою мужскую природу, значит, ты говоришь, что это как-то слишком, а когда я совсем ее не проявляю, ты этого ждешь. Ну, то есть, как бы здесь человек сетует, да, сетует вроде как на то, что вы не определились, что вам от него нужно, да, и он не знает, как себя правильно проявлять. Здесь мужчина на самом деле живет по 2 нижним чакрам, да, и для него любовь – это секс, это сексуальное влечение. И он никак не может понять, что у вас может быть совершенно другой взгляд на эти вещи. Понимаете, да? То есть как бы он не понимает, о чем вы говорите. Какая такая любовь без жезлов? Какая такая любовь, если мы с тобой там, не бежим друг к другу, в засос не целуемся, начиная встречу в машине, да, и потом по дороге, и в какой-то гостинице, или там, в какой-то квартире и так далее. Вот. Для него любовь – это секс. И о чем еще он хочет вам сказать? Он хочет сказать, что вы обладаете какими-то нереальными способностями, звезда и жрица. Вполне вероятно, что вы практик, настоящий практик, да, и он об этом знает, и он вас боится. Он боится проявить свою капризность, свои требования в полную силу, потому что боится, что вы, ну, как говорится, знаете, приподняв бровь, можете испортить его жизнь, просто желая ему зла.
он об этом всерьез задумывается и всерьез этого боится. Или вы практик, или, может быть, вы просто не практикуете, да, а обладаете какой-то нереальной энергетикой, и он просто понимает, что ему хана. Как только он перед вами провинился, все, что-то настигло его незаметно. Вот, значит, о чем он еще хочет сказать? Он хочет сказать, что он все время пытается от вас убежать, но у него не получается. Потому что когда он с вами ругается, когда он отходит в сторону, когда он пытается вами манипулировать, у него начинают происходить плохие вещи. Вот из этого он и сделал вывод, что вы ведьма, да, и что вы что-то там как бы фигачите. Вот, значит, он хотел бы уйти от вас, он хотел бы уйти от этих отношений, он хотел бы убежать от вас подальше, но он ужасно боится каких-то последствий. А что ты хотел бы убежать-то? Что у нас тут вообще с чувствами? А он, понимаете, в чем дело? Он первоначально вас очень сильно идеализировал и видел вас немножко другой женщиной. А когда он с вами поближе познакомился, он понял, что вы не такая, что вы более серьезная, строгая. Короче говоря, вы разрушили его иллюзию о себе. И теперь он говорит, ну блин, я мечтал не о таком, я мечтал не об этом, я хотел совсем другого от нее. А она сейчас пытается меня переманипулировать и завернуть меня как бы в свои какие-то одеяльца. Вот. Поэтому здесь чувств у человека много, да, они у него разные, зависят от его настроения, от того, что между вами происходит. И вот на сегодня он нам это и говорит, собственно, да, я и хотел бы выйти из этих отношений, убежать от нее, но не могу, потому что как только ее нет в моей жизни, теряется равновесие, да, начинают происходить негативные события. Почему? Потому что она ведьма, потому что она обладает нереальной энергетикой, а может быть, она еще и как практик что-то там шаманит, да. Вот, значит, и я не знаю, как себя с ней вести, потому что я пробовал по одному, не понравилось, пробовал по-другому, не понравилось, она все время от меня требует что-то, а я не знаю, что. Он не знает что, потому что вы на разных уровнях эмоционального развития находитесь. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Двоечки. Двоечки. Кто к нам пришел? У нас сегодня идут мужчины исключительно в женских энергиях. Значит, перевернутая пентаклевая королева. Это мужчина, который вообще не хочет работать. Он хочет сидеть дома, варить борщи, заниматься детьми, мыть полы. И при этом вы, зарабатывая деньги, должны их приносить ему. Ну, скажем так, он будет ими распоряжаться. Это такой вот интересный мужчина у нас пришел. Когда-то, кстати, он мог работать на хорошей должности, иметь какие-то серьезные перспективы, как настоящий император, и думать о том, что его карьера будет вот как-то прям активно очень развиваться. Скорее всего, человек работал здесь в серьезной организации, быть может, государственной организации, да, где все зависело не только от его усилий, а еще и от какого-то регламента. И вот из-за того, что он в этот регламент как-то, знаете, не попал, не совпал с кем-то своими энергиями, да, ощущение, что он эту работу потерял. И то ли он сейчас ищет работу, то ли он нашел работу менее оплачиваемую. И у него сейчас какое-то колоссальное желание не работать, сидеть дома и быть вот таким домохозяином. Домохозяином. Здесь человек
сакцентирован на детях, на хозяйстве, на квартире, на том, чтобы делать ремонт, на том, чтобы были застелены все постели, и вот все домашние ушли чистенькими, понимаете, на то, чтобы было приготовлено покушать. Вот. Но при этом всем у этого человека такое, знаете, представление о себе, как о маленьком солнышке. Он считает себя очень талантливым, и он считает, что все человечество должно его как-то признать. Понимаете, потому что, быть может, у нас здесь какой-то великий архитектор, да? Я не вижу, чтобы это была прям такая творческая личность в виде певца, да, там, музыканта, художника. Это человек более прикладной специальности, которая не лишена творческого начала и которая действительно требует прям таланта. Когда-то у него это получалось, и он считает себя вот прям великим, очень талантливым, но непризнанным гением. Значит, не лишен он у нас и прикрепления к каналу «Дьявол», да, значит, определенной увлеченности женщинами. Любит он женщин недоступных, желательно замужних. Любит он с этими женщинами вступать в очень двусмысленные отношения, любовные, как правило, да, без там женитьбы и выхода замуж. Любовные отношения, которые не должны нести финансовой нагрузки, а именно, вот, знаете, эмоциональную. Типа, если ты хочешь получать эмоциональное наполнение, я готов, давай мы будем с тобой встречаться, но ничего от меня не требуй. Значит, здесь мужчина или жена, и у него есть жена, которая приносит деньги, или он сейчас может быть разведенным, вдовцом, но при этом искать может себе такую женщину, которая возьмет вот эту финансовую ответственность за себя. Понимаете? Вот если он женат, тогда он может рассматривать женщин как любовниц, да, без обязательств. А если он свободен, он ищет себе женщину, которая будет работать, приносить в дом деньги, отдавать ему, а он будет распоряжаться как жена. То есть здесь идет такое смещение ролей. Кто вы для него? Кто вы для него? Как-то, знаете, несостоявшаяся любимая, я бы так сказала. У этого человека были на вас планы, которые вы свели к нулю. Он хотел, чтобы, здесь разговор, скорее всего, не о браке. Здесь разговор о том, что чтобы вы стали его любовницей-любимой женщиной. Он видел вас очень мягкой, нежной кубковой королевой, которая скорее будет подчиняться мужчине. И ему это в вас очень сильно нравилось первоначально, пока, видимо, вы не вышли в какой-то конфликт. Потому что он увидел, что вы не просто не кубковая королева, а перевернутая мечевая. Это значит, что вы повели себя достаточно агрессивно, жестко, где-то истерично. Он вообще говорит, устроила истерику. Устроила истерику. И здесь человек скорее находится в стадии такого разочарования, когда его, как говорится, намоленный, идеализированный образ не совпал с реальностью. Кто вы для него? Бывшая любимая, он говорит. Значит, или несостоявшаяся, скорее даже не бывшая, а несостоявшаяся любимая женщина. Я хотела ее любить, потому что она должна была быть такой, как я ее увидел, да, а оказалось, что она полная противоположность этому, со своими требованиями, еще и с какой-то истерикой. Значит, и на сегодня этот человек решает, то есть он принимает для себя некое решение, продолжать ли ему с вами отношения дальше, после
того, что вы там устроили, он говорит, после того, что она устроила, я еще подумаю, с ней вообще продолжать или не продолжать. Вот. Или оставить все как есть. На сегодня у него побеждает желание такие, как бы это сказать правильно, знаете, к ногтю вас вот так вот приколоть, понимаете? Что-то вам доказать, в чем-то вас победить, понимаете? Вот у него какое желание. То есть он думает, ему вообще нужна женщина с таким характером, или лучше перетерпеть и дальше пойти. И пока побеждает внутреннее такое желание, да, завоевать вас до конца и заставить вас как бы вот там заплатить за сказанное, скажем так, вот как-то так доказать вам, что он крутой мужик. Уж я не знаю, что там между вами произошло такое своеобразное, да, но здесь мужчина вот как будто бы хочет вот нет, вот все-таки я хочу вот вернуться после этого разговора, вернуться после этой ссоры и доказать себе, что я достойный мужик, и ей доказать, что она в чем-то была не права. Вот как-то, вот знаете, вот какое-то такое странное ощущение. Окей. Чего там он сказать хочет, но молчит. Что он хочет сказать, но молчит. Очень интересно. В предыдущей позиции у нас ведьмы, во второй позиции у нас ведьмы. То ли у меня девочки с первой позиции перешли на вторую посмотреть другого мужчину, но здесь то же самое, что в первой позиции. Мужчина хочет сказать о том, что вы обладаете колоссальными способностями. Жрица, жезловая королева, звезда. Да, там была жрица, звезда. Он хочет сказать вам, что он знает о том, что вы нереальная колдунья. Женщина, обладающая сумасшедшей колдовской силой. И ему это очень льстит. Ему льстит, что такая, как вы, женщина, вообще обратила на него внимание. И он, безусловно, находится в колоссально зависимом положении от вас. Человек хочет сказать, что он вами покорен, что он сошел с ума от вас, что дьявол привязал его всеми возможными цепями, и он вообще не знает, что ему делать. Он хочет сказать, что он влюблен и еще раз влюблен. Что в его голове появляются фантазии, в его голове появляются мысли о вас постоянные, круглосуточные. Это очень романтические мысли. Это очень романтические какие-то мечты о том, как между вами должны и могут развиваться отношения. Он хочет какой-то романтической, эмоциональной любви с вами. Вот прям какого-то безумия, понимаете? И, безусловно, он понимает, что это безумие вы ему способны дать. Вот, значит, что еще он, о чем еще он молчит? О том, что он не совсем понимает, что ему от вас ждать, потому что вы какой-то подвыверт устроили. Он не совсем понимает, как ему дальше двигаться, потому что у него было вот одно представление о вас, да, что вот вы такая, и он делал какие-то действия в эту сторону. А сейчас оказывается, что вы другая, что у вас что-то там такое возникло, да, непонятное, то ли в характере, то ли вы психанули, то ли вы плакали.
и он растерялся рядом с вами, это первое, да, и сейчас он растерян, как ему дальше себя вести, как ему учитывать эти аспекты. Надо признать, что здесь мужчина думающий, да, то есть это интеллектуальный человек, и он все пытается анализировать. Он пытается анализировать, почему так произошло, почему там вы где-то проистерили, да, что стало этому причиной. Единственное, что он не считает, что причина он. Он просто думает, типа, что с этим делать и как сделать так, чтобы это не повторилось. Но не я же причина этому, понимаете? Вот, просто у нее что-то с нервами. Ей надо, наверное, к психотерапевту сходить. Ну вот как-то так, знаете, в эту сторону думает. Вот, значит, о чем он хочет сказать, но молчит. Но вот, по сути, здесь только об одном, о том, как сильно он влюблен, как сильно он от вас зависим, какая вы нереальная колдунья, прекрасная во всех своих проявлениях. Вы и умны, и красивы, и талантливы, и вообще, Господи, чем вы только не одарены. Вот. И, безусловно, рядом с вами мир обретает смысл и гармонию, и он хочет быть с вами, но не знает, как правильно себя вести, раз, как выстраивать с вами отношения, два, и, возможно, как вот из данной конкретной ссоры выйти. Понимаете, ну там или ссора, или разговор, или вы просто вспылили. Вот, значит, он обдумывает сейчас вот это и об этом, конечно же, молчит. Но основной посыл – это то, что вы его шанс на ту любовь, о которой он всегда мечтал. Сильную, романтическую, эмоционально наполненную любовь. Человек сейчас в вас влюблен. Благодарю вас, мои дорогие. Двигаемся дальше. Троечки. Слава тебе, Господи, единственный мужик пришел на расклад. Перевернутый пентаклевый король. А что перевернутый? Угу. Карма его не любит. Это уроки. Угу. Ёкарный бабай, как жить-то? Женатый мужчина. Это женатый мужчина, у которого есть семья. Все, что он зарабатывает, он несет в эту семью. Это такие постоянные вложения у него. Вот. И, как я подозреваю, в его жизни возникли вы. Вот в его спокойном существовании, в семейных, очень таких стабильных отношениях с Пентаклевой королевой, женщины, которая его очень хорошо понимает, они вот на одной волне с ней находятся. Вдруг возникли вы, и все разрушилось. То есть здесь он говорит о том, что один человек, я подозреваю, что вы, да, внес колоссальную смуту в мою жизнь, в мое сердце и в мое дальнейшее будущее. У меня все было предрешено, все было понятно. И тут вдруг, да, я понимаю, что мне кто-то подножку подставил. Да? То есть у человека какие-то ощущения такие, да, что вот он падает. Вот, значит, это нам показывает его нынешнее состояние. Здесь говорится о чем? О том, что у человека есть, он живет в состоянии девятки пентаклей, у него есть своя зона комфорта, она такая незыблемая, она очень мощная, и он ничего не собирался менять, пока не появилась любовь в его жизни. По двойке кубков взаимная любовь, и пока он не вспомнил, что он еще что-то такое может, что у него еще и жезл горит, и сердце горит, и все горит. Вот, то есть как будто бы, да, в его спокойную жизнь ворвалась любовь, и теперь из-за этой любви все находится на грани разрушения, на грани башни. И девятка его кубков, и отношения с женой, и его стабильность, и его психика, все. Окей, если узнали своего товарища,
то смотрим дальше. Кто вы для него? Кто вы для него? Кто вы для него? Интересно. Так, вы знаете, что вы первые, да, можете быть его бывшей женой, которую он вдруг снова полюбил, будучи женатым уже на другой женщине. Вот такой здесь у нас перехлёст. Значит, вы можете быть, конечно, не бывшей женой, да, но женщиной, о которой он мечтает как о жене. То есть у него настолько сейчас идет эмоциональное к вам притяжение, да, что он думает, вот если бы она была моей женой, ну вот как же я был бы счастлив, но это же что-то нереальное. Кто вы для него? Вы его любимая женщина, вы его счастье, вы его какое-то, знаете, состояние восторга, состояние полета, состояние вдохновения. Вы сейчас этому человеку дарите вдохновение, дарите желание жить, дарите желание двигаться. Вы человек, кстати, вы можете быть сами замужем, да, поэтому тоже здесь перевернутая императрица может быть. То есть вы любимая женщина, которая не может быть с ним, потому что она тоже замужем и тоже не свободна по 8 мечей, да. Она не свободна, я не свободен, но мы вот так любим друг друга, нас тянет друг к другу, и вот если бы она была моей женой, то мы были бы вообще безмерно счастливы. Вот, значит, безусловно, здесь огромное количество чувств, огромное количество желания нестись к вам на всех парах, но из-за вашего наличия, из-за вашего присутствия человек теряет. Тут вполне может быть, он уже, ну, то есть жена уже в курсе вашей связи, и он может потерять вот эту свою основную стабильность, брак и все, что нажито в браке и так далее. То есть здесь может быть уже такая печальная история, когда все тайное стало явным, и мужчина поэтому ваше появление в своей жизни связывает с башней, да, с разрушениями, с тем, что вот все потеря, девятка кубков разрушилась, что мне делать, как мне теперь жить, я весь тут в любви, но эта любовь разрушила мою стабильность. Вот как-то так здесь все выходит у нас. Хорошо. Что он хотел бы вам сказать, но о чем он молчит? Он хотел бы не просто сказать, он хотел бы воскликнуть: «Я люблю тебя». Туз кубков, первой карты. Человек хочет сказать о том, как сильно он вас любит, как сильно он зависим от вас. Зависим по-хорошему. Знаете, здесь вот как бы обошлось без дьявола у нас, то есть, ну, конкретно здесь, да, в его словах. Человек любит вас всем сердцем, человеку рядом с вами хорошо, вы какой-то его идеал. Он считает, что если бы вы реально были вместе, то его жизнь, она была бы совсем другой. Она была бы яркой, она была бы вот какой-то смысловой, понимаете, наполненной иными смыслами. Вот. Значит, вы его согреваете, ему рядом с вами тепло. Также, что он хочет сказать, что он за вами следит. Две карты слежки. Если сейчас не общаетесь, следит, сидит, высиживает яички там свои возле компьютера. Вот. Он говорит о том, что я хотел бы ей кричать о своей любви, я хотел бы ей маяковать о своей любви, я хотел бы, чтобы она знала, насколько
сильна эта любовь, сильно это чувство внутри меня, насколько оно из меня прет, насколько оно меня сжигает изнутри, и насколько тяжело мне взять себя в руки и держать вообще себя в этих руках, да, для того, чтобы не разрушить свою собственную жизнь. Здесь, понимаете, интересно, человек еще думает о том, что вы поиграетесь им и бросите. Он уверен в том, что вы не настолько влюблены в него, насколько он влюблен в вас. И поэтому он, наверное, и молчит о своей любви, да, то есть как бы здесь человек вас очень сильно любит, он сейчас на каком-то пике находится вот этих эмоций, чувств в вашу сторону, желание быть с вами, желание что-то доказать вам, вот, но при этом он все время сопоставляет эту свою любовь с неким разрушением. Он говорит, эта любовь разрушает мою жизнь, разрушает мою стабильность. Я очень хочу быть с этой женщиной, но я понимаю, что я потеряю все. Вот такая здесь история, понимаете? О чем он еще хочет сказать? Он хочет сказать о том, что хотел бы с вами начать новый этап своей жизни, ну, то, о чем он по-настоящему мечтает. Его мечта – это закрыть старые отношения, пусть даже и хорошие, нормальные у него отношения с женой, да, значит, закрыть старые отношения, перелистнуть новую страницу и начать с вами с чистого листа жизнь. Но он понимает, что это не получится. Он говорит, я хочу каких-то идеальных вещей, да, когда там жена не обиделась, а сказала, ладно, Василич, иди, да, как бы женись на другой, благословляю тебя. Вот, он хочет, чтобы там с детьми у него отношения сохранились, финансы, чтобы у него сохранились, да, хоть и частично. То есть он хочет, чтобы все было хорошо, но вы были и вы были вместе при этом. И также понимает, что вот этого идеала он никогда не достигнет. И по сути никогда не получится начать с вами вот этот вот чистый лист своей жизни. Вот. Короче говоря, здесь мужчина, он в эмоциях, в переживаниях, он хочет сохранить свою стабильность, жизненные приобретения какие-то, финансы, и при этом его очень сильно тянет к вам. Здесь такими волнами идет любовь внутри него, и он хотел бы, конечно, какого-то нового этапа, где были бы только вы и он. Вот такая здесь интересная история, девчонки. И вот такой у нас получился сегодня разбор. Благодарю вас, мои дорогие, как обычно. Хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!